Мы привыкли к внедорожникам на улицах города. Но разве это внедорожники? Я собрал для вас самые лютые машины, которые действительно могут проехать где угодно, от льдов Антарктиды до самых вязких болот. Абсолютно бескомпромиссные решения, когда-либо созданные человеком. Вот вы знаете, что такое шнековый вездеход? Нет? Это будто машина с мясорубками вместо колес. Она способна ехать по любой поверхности. Главное, не попадаться у нее на пути. Но об этом вы узнаете в конце ролика. Нет ничего удивительного, что человек всегда хотел добраться туда, где еще не был. А иногда и выбраться оттуда, куда добрался, если на обратном пути подвела погода. Так вот, представьте себе, в начале 20 века, когда автомобили только начали завоевывать дороги, появилась новость, которая взбудоражила общественность. Братья-спайкеры, Якоб и Хендрик, вместе с конструктором Брантом решили построить нечто уникальное – полноприводную машину. Ее разрабатывали для участия в гонке Париж-Мадрид. Хоть сейчас вы удивленно нахмурили брови, полный привод, вот событие, но в начале 20 века люди и мечтать не могли о такой технологии. Новость об этом авто разнеслась как взрыв, и все газеты говорили: «Вот это да! Революция!» Ведь до этого машины были, мягко говоря, примитивными. Повозка на 4 колесах без сложных инженерных решений, но вот тут появляется нечто совершенно новое. Но, увы, как часто бывает, спешка и соревновательный дух подвели. Конструкция была сырой, инженеры не смогли продумать систему дифференциалов и правильное распределение крутящего момента, так и не попав на гонку, которая, к слову, и так закончилась плачевно. На ней погибло десяток зрителей из-за вылетевшей машины. Несмотря на трагедию, энтузиасты не сдались. Перед исследователями стояла задача – как сделать вездеходы безопаснее. И в дело вступил Алекс Кэгрос, российский гений, любивший не только водить, но и конструировать. Кэгрос взялся за дело более серьезно, и его вездеход, представленный в 1909 году, оказался настоящим гибридом. Привод получился, необычным. Передняя ось по-прежнему осталась колесной, а вот задняя уже стала гусеничной. Кэгрос утверждал, что такая конструкция придает устойчивость и безопасность, особенно на снегу. Но, конечно же, были и недостатки. Главный из них – постоянно ломающаяся гусеничная система, изготовленная из верблюжьих шкур. Кэгрос взялся за устранение этой проблемы, ведь его разработка вызвала интерес в условиях напряженной международной обстановки. Но в целом его аппарат проявил себя отлично, даже на пересеченной местности в глубоком снегу. И именно с этого вездехода принято считать, что началась эпоха этих диких машин. Но хватит уже истории. Пора вам показать аппараты, от которых лично у меня отвисла челюсть. А ты слышал когда-нибудь о Витязе? Этом безумном чудовище из мира вездеходов? Эта штука, созданная еще в 80-х, больше похожа на танк или ракетную установку, чем на мирное средство передвижения. Внешность у нее, как минимум, не для слабонервных. Этот герой в мире вездеходов с аббревиатурой ДТ-30 может использоваться как для покорения Крайнего Севера, так и для различных военных задач. Главное, что он проедет где угодно благодаря своему сочлененному гусеничному шасси с умной системой складывания звеньев в разные стороны. Гидравлические цилиндры волшебным образом позволяют Витязю крутиться на месте, скользить плавно в любую сторону и блокировать звенья для взятия высотных барьеров до 1,5 метров. Размеры этого аппарата тоже впечатляют. Длина 16,2 метра. Ширина 3,1 метра и высота 3,3 метра. Все это при весе в 28 тонн без снаряжения. И забавно, что он, несмотря на свою массу, как будто танцует по земле, не разрушая ее. Представьте, удельное давление на грунт всего 0,3 кг на сантиметр в квадрате. Аппарат практически парит в воздухе при своих-то габаритах. А теперь посмотри, как этот железный монстр стремительно мчится по просторам благодаря своему невероятному двигателю, турбодизелю V12
с объемом в 39 литров и мощностью 710 лошадиных сил. Это не просто позволяет ему разгоняться до 44 км в час на суше и 5 км в час на воде, но и тащить за собой груз в 30 тонн. Кстати, о стоимости. Кроме своих габаритов, эта махина впечатляет и ценой. Скромные $200 000. Сейчас «Витязь» стоит на службе у геофизиков, геологов, нефтяников, участвует в аварийных спасательных операциях, возит еду и топливо, прокладывает зимние дороги. В армии он еще и десантный транспорт и платформа для военных приспособлений, вплоть до оружейных систем. Вот вам настоящий король оффроуда. Ну какой Гелендваген или Land Rover с ним сравнится? А если вы считаете, что все вездеходы такие огромные и достаточно медлительные по прямой, то вот вам Феррари из мира бездорожья. Я никогда не думал, что по болотам можно скакать так быстро. О, этот американский зверь под названием Ripsaw от How Technologies способен разгоняться до 128 км в час. Ты только представляешь себе это? Всего за 4 секунды он достигает 100 км в час, словно ракета на гусеничном ходу. И что тут творится под капотом? 6,6 литров, 600 лошадиных сил. Это спорткар в мире вездеходов. Весит он 4 тонны плюс еще 1 тонна полезной нагрузки. Ripsaw вообще не видит преград. Легко взлетает на подъем в 50 градусов, практически не сбавляя скорость. Но самое крутое – это возможность нашпиговать этот вездеход кучей армейских пушек. Представьте крупнокалиберный пулемет, гранатомет, да что угодно, лишь бы не более тонны. Полагаю, если бы у этого Ripsaw были голосовые связки, он бы кричал «Готовься, мир! Я иду!». Хотя военные изначально отмахивались от идеи использования этого аппарата. Почему? Им просто показалось, что стоимость в $500 000 немного перебор. Кстати, это получается самый дорогой вездеход в мире, если брать те, что реально построили. Но честно, когда у тебя такая машина, кто вообще думает о цене? Я бы летал по бездорожью, высунув язык от радости. Ну, ладно, помечтали и хватит. Давайте поговорим про следующую махину. Если смотреть на отдельные фотографии этого грузового вездехода-амфибии, то вроде и нет ничего впечатляющего. Но стоит добавить человека в кадр, и уже понимаешь масштабы чуда Lark LX. R.J. Lethurn, этот гений инженерии из США, в свое время создал не только автопоезда, но и этого монстра. Американская армия заказала у него вездеход-амфибию, и в 1952 году появился первый серийный образец, самый крупный плавающий транспортный автомобиль того времени. Технические характеристики этой штуковины реально захватывают дух. 19 метров длиной, 100 тонн полезной нагрузки, 4 мотора Detroit дизель по 265 лошадиных сил каждый, и каждое колесо с индивидуальным приводом. А еще у него полноуправляемое шасси. Он может двигаться боком, как краб, а его разворотный диаметр всего 23 метра. Ничего так при таких размерах. Скорость на суше не более 25 км в час, по воде вдвое медленнее. За один раз Lark LX мог перевести несколько танков или целый батальон пехоты. И не подумай, что это просто игрушка. Эта амфибия долго служила в армии США, участвовала во Вьетнаме и на пенсию ушла только в 2001 году. И то Lark LX периодически используют в различных спасательных операциях, как бюджетный и очень проходимый транспорт, способный эвакуировать кучу людей. Но двигаемся дальше, и спешу напомнить, что в конце я приберег для вас самое интересное. Уф, а теперь гляньте на этого малыша с огромными колесами. Но запомните, внешность обманчива. Ведь это действительно мощный и бескомпромиссный вездеход, который получил признание во всем мире. Легенды о нем не появились просто так. Это детище российского гения Алексея Гарагашьяна. В 2015 году компания из Петербурга взяла права на его производство и начала сборку первых серийных образцов. Ну конечно, внешность у Шерпа не для выставочного зала.
но зато как он преодолевает всякие невозможности. Да, по обычным дорогам он медлителен, но в рамках оффроуда просто непобедимый. В отличие от американского конкурента, которого я вам показывал, Шерп еще умеет носиться по воде, благодаря герметичному кузову и шинам низкого давления, да и стоит в несколько раз меньше. Эта машина словно сказочный герой. Выходит из воды на лед, крутит бортом в тесных пространствах, как ниндзя на танцполе. И вот тебе еще бонус. Внутри уютно, как дома. 2 спальных места и все, что нужно для проживания. Нет необходимости выходить наружу при длительной экспедиции, что делает машину просто незаменимой в труднодоступных районах или при серьезной непогоде. Невероятно, что при его скромных размерах, всего 3500 мм в длину и 2520 мм в ширину, Шерп внутри вмещает все необходимое для жизни. Мощность у малыша 44 лошадиные силы. Но этого вполне достаточно из-за алюминиевого кузова и небольшой массы. Продается Шерп повсюду. В России, в Европе, в Азии, даже за океаном. В Канаде он уже проявил себя в спасательной операции, вызволяя 9 путешественников из леса после снегопада. Гусеничные вездеходы? Снегоходы? Кто это? Только Шерп смог вытащить заблудившихся через болото, как настоящий герой. А теперь, прежде чем я вам покажу вездеход-мясорубку, давайте немного окунемся в историю. Я познакомлю вас с самыми знаковыми монстрами Второй мировой войны. Вездеход БП-4. Плавающий бронеавтомобиль БП-4, созданный в 1935 году, представляет собой очень интересное техническое решение. Он стал одним из первых вездеходов, который комфортно себя чувствовал в воде и обеспечивал защиту экипажа. Основой БП-4 является полностью закрытый сварной корпус, изготовленный из 7 мм стали. Это дало не только защиту от пуль, но и сделало машину способной держаться на воде. В передней части корпуса расположен 4-цилиндровый рядный двигатель мощностью 40 лошадиных сил, который работает в сочетании с 4-скоростной коробкой передач и демультипликатором, приводящим в движение гребной винт. Это обеспечивает максимальную скорость на твердых дорогах до 50 км в час и на воде до 4 км в час. Колесная формула 6х4, что означает, что ведущими являются 2 задних моста. Пулестойкие колеса и гусеницы обеспечивают различные варианты передвижения и повышают проходимость в любых условиях. Вездеход АДМК. А вот еще одна интересная машина с дикой системой колес и гусениц одновременно. Austro-Daimler АДМК был разработан в 1930-х годах австрийским подразделением немецкой компании Daimler-Benz. АДМК был предназначен для использования в армии и имел колесно-гусеничную компоновку, что обеспечивало ему возможность передвигаться как по твердой дороге, так и по очень сложной местности. Он оснащался 20-сильным мотором воздушного охлаждения и имел укороченный гусеничный движитель на рессорной подвеске. Для передвижения по шоссе использовались съемные приводные прорезиненные колеса-катки. Машину часто использовали для доставки вооружения, либо на нее цепляли пулемет, и она становилась настоящей проблемой для войск антигитлеровской коалиции. Скаут-кар. Ну и про Скаут я должен упомянуть, ведь он стал самым массовым вездеходом в Советском Союзе в период Второй мировой войны. Это довольно универсальное и надежное транспортное средство производства США было поставлено в огромных количествах в союзнические страны. Характеристики, такие как мощный 101-сильный двигатель «Геркулес», достаточно высокая максимальная скорость 90 км в час на хорошем покрытии и стандартный полный привод, сделали его уникальной машиной для своего времени. Важно отметить, что несмотря на колесную формулу 4х4, скауты имели некоторые трудности на серьезном бездорожье. Тем не менее, их использовали с уважением, и более поздний БТР-40 был создан на основе этого американского бронетранспортера. А теперь, когда отдали дань уважения истории, пора бы вам показать самый диковинный экспонат, который я вам все видео обещаю. Барабанная дробь и ликующий возглас.
Вездеход на мясорубках. Речь идет о ЗИЛ-4904, также известном как ПУ-3, уникальном шнекороторном снегоболотоходе, язык сломаешь, созданном в Советском Союзе под руководством конструктора А.П. Селезнёва и завершенном в 1972 году. Этот вездеход был разработан для поисково-спасательных миссий и обеспечения доступа в отдаленные территории, такие как глухие леса, болота и снежные области. Несмотря на свои внушительные размеры, снаряженная масса ЗИЛ-4904 составляла всего 7 тонн, а полная масса с полезной нагрузкой превышала 10 тонн. Но самый главный прикол этого гиганта – его колеса, а точнее их отсутствие. Вездеход обладал гигантскими шнеками длиной 6 метров и диаметром 1,5 метра, изготовленными из легкого и прочного сплава АМГ-61. Эти шнеки обеспечивали удивительную проходимость в снегу и грязи. Однако, как и многие шнекороторные вездеходы, ЗИЛ-4904 сталкивался с ограничениями в использовании на твердых покрытиях, таких как асфальт или бетон, из-за быстрого износа металлических грунтозацепов. Да, в общем-то, и дорогам было дурно. Представьте такую штуковину на трассе. Тем не менее, на слабых грунтах, в снегу и воде этот снегоболотоход демонстрировал впечатляющую проходимость, развивая скорость до 15 или 17 км в час в снегу и грязи, до 10,5 км в час на воде и почти до 7,5 км в час в болотах. Для передвижения ЗИЛ-4904 использовал два бензиновых двигателя ЗИЛ-375 мощностью по 180 лошадиных сил, которые также были оснащены предпусковыми подогревателями. Трансмиссия включала раздаточную коробку, главную передачу и редуктор, распределяющий тягу на шнеке. Этот уникальный вездеход был не просто экспериментальной разработкой, а действительно использовался в практических миссиях, таких как поисково-спасательные операции и обеспечение доступа в отдаленные районы. Да уж, после таких монстров начинаешь смотреть на гражданские внедорожники, как на игрушечные машинки, которые сделали для понтов, а не для реального использования. Хотя, кого я обманываю, от Гелендвагена я бы все равно не отказался. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!